Утро. Чё-то похолодало сегодня немного. Вот поставил заряжаться павербанк. Пусть подзаряется. Вчера плыл весь день, заряжал фонарь. Костер протух. В принципе, неудивительно. Дождь был. Вот палатка стоит. А в лодке набралась дождевая вода. А сейчас я и чай заварю на ней, и рис сделаю. Надо рис доедать. А потом буду заниматься опять сбором ягод. Вон их там дофига. Прям вокруг лодки. Надо смотреть, где гроздями прям. Вот. Компот опять буду варить. Вчера такой вкусный компот получился. Сахара не пожалел. Черники, этой самой брусники. Жалко, черники нет. С черники тоже неплохо. Но брусники такой горьковатый. Есть привкус. Сладко-горьковатый, кисловатый. Это настолько приятно. Вкусный компот. Ой, давно мечтал. Себя проклинал. Думал, вот идиот. Как угораздило не взять сахар. Забыл. Собирался в спешке. После работы в пятницу поехал. Вот ровно неделя сегодня будет, как я уехал. Лисички еще посмотреть. Вкусные лисички получились. Пожарил вчера. Сласть. Высокий берег. Но прогноз погоды не очень хороший. Прогноз погоды дожди, грозы. Но я сегодня никуда не плыву. Буду сидеть тут. А там посмотрим, что будет. Буду сидеть тут, заниматься делами. Где-то вот в той стороне, 1,5 километрах отсюда приблизительно, судя по карте, есть довольно крупное озеро. Может, попробую туда прогуляться. Какие-то дороги тут. Туда тропа идет тоже в низину. Что там, как. Ну, посмотрим. То, что-то похолодало, мне не нравится. Ну, с этим тоже как-нибудь справлюсь. Ничего страшного. Еще бревна надо найти посерьезней. Тут туристы были, все пожгли. Ну, там я видел березовые. Ну и маленькое озеро вот то. Поизучать. Вчера кто-то там прыгал, плюхал. Может, и рыба есть. Кто ее знает.
Вот, сегодня день просушки. Все вытащил. Потому что надо посушить, так как вода это враг путешественника. Вода в смысле, когда мокрые вещи. Что там внутри, посмотрим. Тут кое-где влага еще есть. Но тут достаточно тепло, и все просыхает быстрее. Коврик в таком виде вот надувной сушу. Всякая электроника лежит. Герма тоже сохнет, вывернутая. В той герме одежда. Ну, туалетная бумага есть, но по назначению я ее не применяю. Красота. Летают самолеты по кругу. То туда, то обратно. Видно прям их близко. Рев, грохот. Ну, здесь вот, в этом шалмане, я не стал находиться. Там уж зачем? Там вон есть одно местечко, во время дождя можно прятаться. Я вот обустроился тут. Вот все сохнут пакеты. Сегодня великое дело. Нашел среди вещей такую вещь, как хариса. Это тунисская аджика. Вот блесны. Тоже просыхают коробочки. Чайник. Рис с мидиями. Целая кастрюля. Еще один газ остался. А это газ кто-то оставил, туристы. Но он пустые. Баллоны эти. Я на них надел крышечки для красоты. А вот сегодняшний улов. Лисенята. Хорошие лисички. Пожарю потом. Пью чай. Ну и вот. Все вещи сохнут. Что-то вкладыш отвалился. А вот здесь вот я лежу на солнышке. Под голову пенек подложил. Как китайцы делают, у них деревянные подушки. О, что-то там рыба шурует. Ну-ка, надо пойти попробовать половить. Может, окунька удастся словить. Рыбки было бы неплохо. Конечно, на щуку тут рассчитывать, может, и не стоит. Кто знает. Что-то прыгало там большое. Заряжается павербанк. Потому что напрямую телефон заряжать плохо от батареи. Чуть туча набежит, он туда-сюда переключается, там заряжается медленно. А павербанку все равно, тем более фонарь. Вот сапоги сохнут, уже почти высохли. Тележка с рюкзачком тоже просыхают. Все просыхает. Сегодня у меня есть интересная идея. А именно попробовать поплавать на Покрафте по внутреннему озеру. Оно там вот находится, это озеро, в той вот стороне. Недалеко совсем. Метров 200 отсюда. Видимо, старица заросшая. И река Шлина меандрирует очень сильно. Туда-сюда, туда-сюда. Вот. И образуются старицы.
Там много кувшинок, а это косвенный признак присутствия щуки. Ох, как хотелось бы щучку-то, крупную рыбу. Наверное, я бы ее с луком потушил. Одна луковица осталась. И вообще что-то продуктов маловато. Маловато продуктов. Гречки пачка, немного риса, пачка чечевицы маленькая, масло, бутылка, 2 головки чеснока, 1 луковица. Почти все. Вон хариса. Ну да, еще упаковка мидии 1 осталась, по-моему. И 1 пакетик доширака. Прям на самом солнышке. Хорошо. Вот это надо, чтобы спальник все просохло, там вкладыш, одежда. Уж после ливня все отсырело. Вот. Опять готовил на дождевой воде. А вчера готовил на воде из озера. Она хоть и коричневатая такая, торфяная, но наверняка чище, чем с реки. Потому что тут и в 2 километрах где-то по прямой отсюда дорога проходит. Выше там все эти поселки, аэродром. Наверняка сливают. Мазут сливают, керосин, всякие там масла. Ну и канализацию, там солдаты же, сколько их там живет. Все в реку идет. Может, потому и нет щуки. Сливают, не пойми что. Так вот. Там бревно я приметил. С дровами тут не очень хорошо. Буду пытаться его веревкой вытащить и притащить к костру. Вот там оно. Попробую, что получится. Радуга. Двойная. Та часть уже почти не видна. А вот это, конечно, просто красота. Но говорят, что когда радуга, рыба не ловится. Но она и так у меня что-то не ловится. Дождь сейчас был сильный. Все, что я постирал, сушил. Вот. Все промокло. Что делать? Такова наша жизнь. Сизифов труд. Ничего. Вот ливень был. Но я поел рис. Вот он, кстати, рис. Ох, воды налилось. Рис с мидиями и с харисой. Очень вкусное сочетание. Заварил чай. Тут у меня лисенятки ждут своего часа. Притащил огромное бревно. В воде лежало. Но на других бревнах. Только часть была погружена. Похоже, это дуб. Будет гореть нормально. Лужи кругом. Но как красиво. Солнышко вышло. И вот так вот. Плавал по маленькому озеру, которое находится тут вот неподалеку. Пытался ловить. Но ничего не поймалось. Солнце. Еще идет моросящий дождь. Когда был сильный ливень, я решил воспользоваться этим делом и набрать водицы. Потому что с водой-то, конечно, ситуация непонятная.
Вроде река, вот она. Еще радуга видна. Вот. Двойная радуга. И вот там вот. Вот лужи. Набрал немножко воды. Она капает вот оттуда. Вот оттуда вот с полиэтилена капает. Кап, кап, кап. И прям в ведро в мой кан попадает. А это чистая дождевая вода. Потому что я собираюсь сделать компот из брусники. Как раз небось литр будет уже. Сейчас пойду брусновать. Набрусную немного. Сварю на чистой дождевой воде компот. Вчера был компот просто великолепный. Пропадает много воды. Что делать? Ну, тут такие вещи лежат, которым дождь не особо-то и страшен. Хотя, конечно, вообще нежелательно. Все мокрое, влажное. Ничего, сейчас солнце выйдет, все посохнет. Помимо вот этих вот бревен, когда я плавал на Малом озере, я там приметил очень интересное дерево, засохшую березу. Когда я вышел на берег, повалил ее, разломил на две части. О как, вода. Вода сверху, вода снизу. И, в общем, мало того, что там много бересты, так и просто два хороших ствола. Вон оттуда вот, кстати, я тащил огромный этот ствол дуба, судя по всему. Он зацепился там за коряги. В гору поднял с помощью веревки. Руками бы никогда в жизни не поднял. Крутой тут склон. Но кое-как, постепенно, с передышками поднял. Теперь будет у меня хорошее бревно для костра. Вот она наша жизнь. Суть ее в этом. Постирал, повесил сушить. И все, и привет. Ловил. Ничего не поймал. Тут газ чужой стоит, пустой. Вот так вот, вечер уже. Пятница. По-моему, 13 число. Удивительное сочетание. Фильм такой был, пятница, 13. Ужасы какие-то. Я такой в маске там ходил. Монстр, утопленник. И подростков убивал, которые собирались чем-то там заниматься. Что-то такое было в давние времена. Смутно помню. Вот. Но внутри палатки все сухо. Вот так вот, радуга еще видна. Красиво тут, очень красиво.